Здравствуйте, дорогие снобы! Я рад вас приветствовать на моем канале Петербург для снобов, где я вместе с вами посещаю различные петербургские театры и даю какие-то обзоры и свое мнение о тех постановках, которые проводятся в этих театрах. И сегодня мы идем в театр имени Ленсовета на пьесу «12-я ночь» Уильяма Шекспира. Это комедия, и она рассказывает о том, как близнецы, брат и сестра, потерпели кораблекрушение и оказались в чужой стране. Сестра переоделась мужчиной и познакомилась с местной знатью. И из этого завязывается сюжет, образуется любовный треугольник или даже четырехугольник. И в итоге через цепь всяких невероятных и безумных событий сюжет приходит к развязке. Это не самая известная пьеса Шекспира, но она полна афоризмов, интересных фраз, которые можно, в принципе, разбить на цитаты и их использовать в повседневной жизни. Кстати, если вы не знали, у меня есть второй канал с цитатами. Как раз мы разбираем сейчас пьесы Шекспира и заучиваем умные цитаты, которые вы можете использовать в своей жизни. Если интересно, то ссылочка будет в описании к этому видео. Сейчас мы отправимся в театр имени Ленсовета, который находится недалеко от Владимирской, и посмотрим, что же нам приготовили актеры и режиссеры этого известного петербургского театра. Судя по длительности спектакля, он идет 3,5 часа, пьеса это не урезана, и это очень хорошо, и антураж, вероятно, классический, так что я думаю, что мы получим большое удовольствие. Елка – это хорошо, но она искусственная. Это ужасно. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Друзья, мы уже в театре Ленсовета внутри, скоро начнется само представление. Почему пьеса называется «12-я ночь»? Это 12-я ночь рождественских святок перед праздником Крещения. Хотя сюжет пьесы не имеет никакого отношения к Рождеству, к Новому году и другим праздникам, но традиционно во время этого праздника люди переодевались в другую одежду, например, мужчины с женщинами, слуги господами, и сюжет пьесы, собственно, об этом и повествует. Поэтому аллегорически она называется «12-я ночь». И я думаю, что она как раз подходит для праздников Рождества, Нового года, и мы можем получить хорошее настроение этого праздничного периода. Шуба хорошая, ну уже потертая, но классная. Елка, елка и телевизор. Друзья, сейчас антракт, уже половина пьесы прошла. Что могу сказать? Впечатление в целом я скажу потом. Единственное, могу сказать, что я минут 15 задремал где-то в первой половине. Вот, но потом уже проснулся и досмотрел, так сказать, постановку до конца. Нас выгнали из зала, потому что там работает плохая вентиляция. Собственно, это была одна из причин, почему я задремал. И сейчас мы ходим по театру. Посмотрите, у нас лепнина какая замечательная. Сейчас камера вот наведется на центральную часть, медленно наведется, да, видите? Лепнина, очень красиво, все, потолки, все как в музее. Почти как в Эрмитаже. Так, идемте за мной. Сейчас я вам буду показывать все про музей. Очень много народу. Вот у нас, смотрите, актеры все, которые здесь были. Смотрите, золото, золото, на потолке золото. И буфет. Буфет он там. Видите очередь какая в буфет? Все проголодались. Перед началом второго действия хочу напомнить, что спектакли снимать нельзя, поэтому мы их и не снимаем. Итак, дорогие друзья, мы посетили спектакль «12-я ночь» Шекспира в театре Ленсовета. На самом деле, я думаю, что там будет немного повеселее. Тема
с Шутом не раскрыта полностью, но отмечу, что Светлана Письмиченко, которая играла камеристку, или, как ее правильно, служанку Оливии, и ее и дядя Оливии сыграли, на мой взгляд, очень хорошо. Было смешно. Они артисты, которые подходят под такой жанр. Но, конечно, в чем-то можно было сделать и получше, на мой взгляд. Но, тем не менее, я получил удовольствие, особенно во второй части спектакля. Вам советую тоже его посетить. Постановки идут регулярно, будут в середине января, в конце января. И в целом театр Ленсовета — это качественное заведение, и какие-то спектакли обязательны к посещению, если вы причисляете себя к культурным людям Петербурга. Так, дорогие друзья, я поздравляю вас с новым 2024 годом, наступающим или уже наступившим. Читайте пьесы, ходите на спектакли и повышайте свой культурный и интеллектуальный уровень. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до встречи в новом году и до новых постановок.